Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 7 июня, среда. И вчера американцы в Соединенных Штатах и в Европе отмечали D-Day, его отмечают каждый год. Это день высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, что, как здесь считается, изменило вектор Второй мировой войны. Ну и комментируя нынешние боевые действия на территории Украины, многие средства массовой информации со ссылкой на представителей разведсообщества США и чиновников, представителей администрации Байдена, высказывают мнение, что, по сути дела, ВСУ начали наступление долгожданное в понедельник, то есть почти совпадает это с днем, скажем так. Ну и в этой связи прочат большой успех. Выражают уверенность в том, что это наступление изменит вектор войны, которая продолжается с 24 февраля. Ну, можно считать, конечно, и с 14, можно и раньше. Имеется в виду горячая активная фаза войны против захватчика. Ну, сейчас перейду по пунктам, что у нас произошло за сегодняшний день. Информация очень важная. Постараюсь по пунктам, потому что многие просят, говорят, вывод. Одни говорят, что рассказывайте подробно, другие говорят, давайте по пунктам, коротко и так далее. Трудно найти золотую середину, но я пытаюсь. Пишите, что вам больше нравится. Пункт первый. По словам американских чиновников и ряда западных чиновников, правительство США уже располагает разведывательными данными, которые указывают на то, что Российская Федерация, ее вооруженные силы или их элементы, как сейчас модно говорить, взорвали Каховскую ГЭС. Вместе с тем, официально позиция правительства США заключается в следующем. То есть они склоняются, все косвенные улики указывают на то, что это преступление совершила Российская Федерация, но необходимо провести расследование, чем сейчас занимается разведывательное сообщество Соединенных Штатов, для того, чтобы прийти к юридически значимым выводам. Не на уровне, когда каждая сторона будет тыкать пальцем в другую и будет базар, а будет конкретные доказательства, конкретные выводы, на основании которых можно будет предпринимать конкретные и серьезные действия. Эти действия действительно будут серьезными, потому что, по сути дела, вот чем я больше размышляю о том, что вчера произошло, я имею в виду, естественно, подрыв Каховской ГЭС и последующей за ней техногенной катастрофы, все последствия которого трудно просто сейчас предсказать или понять в их полном масштабе. Так вот, это то событие, на которое нужно дать серьезный ответ. Потому что, по сути дела, то, что произошло, это гибридное применение оружия массового поражения. Это, если хотите, вот сколько было разговоров здесь, угроз из Кремля и обсуждений, применить, не применить тактическое ядерное оружие. А вот то, что вчера произошло, оно не отличается по своим последствиям от тактического ядерного оружия. Не каждый ядерный тактический боезаряд способен был бы вызвать такого размаха катастрофу, которая сейчас имеет место в Украине. И это своего рода гибридное, так сказать, оружие массового поражения, потому что, применили бы ядерное оружие, а Мордор, Запад, прежде всего США, предостерегали именно против этого. Все бы, ох, ах, какой ужас, тут весь мир поднялся бы, схватился бы за голову, массовое возмущение, а здесь вроде бы ужасающие последствия, а в то же время это не ядерное оружие. И самое ужасное, то есть, понимаете, если на этом остановиться и дать Мордору уйти от полной ответственности от этого, то могут последовать другие еще худшие ходы со стороны Кремля и российского руководства. Потому что, я помню, в свое время я предостерегал, что не стоит там тряпкой перед быком трясти, без какой-то необходимости. Мне писали, а что они могут нам сделать, они уже все сделали. Я говорил, что нет, еще не все сделали, могут еще сделать. Так вот, то, что они сделали в Каховской ГЭС, это еще не самое худшее, по идее, что они могут сделать, не применяя тактическое ядерное оружие.
Сегодня уже на Соловьином помете заброшена удочка по поводу аналогичной акции, скажем, в отношении Киевского водохранилища. И там проскальзывала такая мысль, что вот если там будет взорвана дамба, то будет колоссальное наводнение в Киеве, и погибнут, как они говорят, как они надеются, сотни тысяч людей. И весь город Киев будет сметен с лица земли. Вот такие у них, я не скажу, что планы, это просто они сейчас пробрасывают эту идею, они пугают. То есть по-прежнему их цель заставить сейчас остановиться там, где вот заморозить ситуацию там, где она есть, сесть за стол переговоров и зафиксировать в соглашении заморозку этого конфликта. Но тем не менее, то есть нужно бить по рукам беспощадно, нужно предпринимать самые жесточайшие меры, как будто речь идет уже о применении ядерного оружия. Вообще, вот последнее событие, которое происходит, кульминацией которых стал взрыв на Каховской ГЭС, если взять с рядом других событий, они, безусловно, могут случайно совпадать по времени. И чаще всего совпадает. Но если взять их совокупность, то вырисовывается какой-то реальный, серьезный, глобальный план. Это резкое увеличение всевозможных предложений о мирном урегулировании, которые появились как дожди, как грибы после дождя. Это активизация кремлевской агентуры, которая проталкивает эти идеи, которая призывает как можно скорее закончить этот конфликт, иначе будет что-то страшное там, и так далее. Активизируется также агентура Кремля, глубокого бурения в странах Запада и в Соединенных Штатах Америки. Ну, я имею в виду, вот хотел бы обратить ваше внимание вскользь на Такера Карлсона, которого многие из вас слышали об этом имени. Это, вот если сравнивать с Российской Федерацией, то это эквивалент московского соловьиного помета. То есть соловьиный помет является каналом реализации или слива всевозможной направленной информации от Кремля и лично, может быть, Путина, так как Такер Карлсон является рупором Трампа, бывшего президента Соединенных Штатов Америки, который сейчас опять идет на выборы. Так вот, сегодня дебютировал его твиттер-шоу, вы знаете, его изгнали из Fox канала. И вот впервые он, значит, открыл сегодня твиттер-шоу и посвятил его Украине. Там он заявил без обиняков, что то, что произошло на Каховской ГЭС, это террористический акт, совершила без всякого сомнения Украина. Он даже так вот высказался: любой, цитирую, любой справедливый человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, взорвали ее, то есть гидроэлектростанцию, да, плотину. При этом, значит, на основании чего любой справедливый человек должен был прийти к этому выводу, непонятно, потому что он не привел никаких доводов, никаких доказательств. Он просто так, поток сознания, делился потоком сознания. Он не успокоился на этом, он атаковал так жестко, лично Владимира Зеленского, назвал его гонителем христиан, ни больше, ни меньше. То есть там вот по поводу того, что он сказал, присутствовала такая изрядная доля антисемитизма, который он применил в отношении Зеленского. Ну, в частности, вот, эта идея, что он является одним из самых страшных в мире гонителей христиан. Назвал его, ну и так, чтобы понятно было, о чем речь, какая злобная позиция. Назвал его потным и крысоподобным комиком, ставшим олигархом. Ну и так далее. Нужно сказать, что Карлсон, он был пойман на страшной лжи, то есть его влияние, может быть, можно надеяться, не такое сильное сейчас, как оно было когда-то, но его ложь обошлась компании, в том числе его ложь, компании Fox Channel, ну, порядка $800 миллионов. Вот если помните, Трамп через Fox Channel, главным рупором которого был Карлсон, распространял ложь о том, что компания Dominion, которая делает аппараты вот
для голосования. Она их настроила таким образом, чтобы исказить их в пользу Байдена. Была масса лоусьюта, был нанесен удар по репутации Dominion. Потом Dominion подала иск на $1 миллиард против Fox Channel и доказала, что это все была ложь. Все эти разговоры о подтасованных результатах в президентских выборах. Вот. Ну и основным виновным, одним из основных, был Такер Карлсон. Вообще-то надо сказать, что Карлсон, как всегда, считает, что он может сыграть большую выдающуюся роль в деле переизбрания Трампа президентом в 2024 году. Есть надежда, что он будет иметь обратный, его деятельность, обратный эффект, потому что то, что он сейчас несет, он, помимо прочего, он еще не просто антисемит, он еще и белый супремасист, то есть он выступает с теорией расового превосходства. То есть эти две комбинации вот этих тезисов, это убийственно для любого нормального человека, для любой широкой аудитории в Соединенных Штатах Америки. Так вот, я помню, был такой в 90-е годы спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, такой же безбашенный, который, казалось, его невозможно остановить. Я помню, говорил с одним из демократов, конгрессменов, по поводу того, что вы собираетесь с ним делать. Он же всех уничтожит. То есть его влияние было колоссальное тогда. Он сказал, да он сам себя угробит. В общем, я очень надеюсь, что Такер Карлсон угробит сам себя вот такими выступлениями и своего патрона, своего патрона Трампа. Представитель Белого дома Кирби сегодня достаточно обстоятельно ответил на вопрос, важный вопрос. Не приведет ли террористический акт на Каховской ГЭС к потребности просить очередной пакет денег для оказания дополнительной помощи Украине. На это Кирби ответил, что мы считаем, что у нас хватит денег на этот финансовый год. Мы сейчас проводим соответствующее расследование, о котором сказал в пункте 1. Но если надо, тогда мы выйдем. Хотя вряд ли мы это будем делать. То есть мы сначала израсходуем все эти деньги, которые у нас еще остаются, а потом будем предпринимать, посмотрим, нужно или не нужно, дополнительные меры. Он выразил уверенность в том, что сейчас в администрации удалось сколотить надежный союз между демократами и неорейганистами-республиканцами в Конгрессе США для того, чтобы обеспечить необходимый уровень военной, финансовой, экономической и другой помощи Украине. Средства массовой информации Соединенных Штатов анализируют последствия теракта на Каховской ГЭС для дальнейшего развития событий, для тех боевых действий, которые сейчас происходят, ну и смотрят на перспективу. Сейчас я постараюсь в целом их, я не буду там разбивать, кто что где сказал, хотя иногда сошлюсь, если это очень важно. Но ситуация следующая. Вот сейчас я сошлюсь, потому что речь идет о Дэвиде Игнатиусе. Это один из выдающихся колумнистов сейчас Соединенных Штатов Америки, работает в Вашингтон-Пост. Колоссальные у него связи в разведсообществе, в администрации. И вот что он сказал, важное. По его мнению, это со ссылкой, опять-таки, на мнение высших кругов в разведывательном сообществе, в Пентагоне, в администрации. Вот это наступление, кстати, он сказал, что по мнению администрации США, наступление ВСУ началось в понедельник. Ну, знаете, ради бога, не пишите, что я сейчас раскрываю секреты, потому что эту статью Вашингтон-Пост, она разлетелась уже по всему миру. И глупо было бы мне ее сейчас не цитировать. Это не секрет, то, что здесь в этой статье было написано. ВСУ, безусловно, знает больше, я имею в виду руководство. В каком состоянии, что это проходит сейчас, когда оно, что начинается, какие планы. Поэтому мы придерживаемся по-прежнему вот этой линии. Я вам просто цитирую то, что уже находится в публичном пространстве. Так вот, считается, что ВСУ начало наступление в понедельник. И успехи этого наступления превзошли все ожидания. Хочу вас обрадовать, именно поэтому их и расскажу об этом. Кстати, это уничтожает фактически на корню одно из объяснений орков, когда они пытались объяснить, почему якобы Украина совершила якобы подрыв
Каховская ГЭС. Там, помните, пункт первый был, чтобы прекратить поставку воды в Крым, что оказалось чушью, потому что оказалось, что резервуары наполнены на 80%. А второе, то, что неудачное начало наступления, они захлебнулись, там колоссальные потери, леопарды падали гроздями с облаков там, и так далее. Оказалось, что это все чушь, ерунда, и тому есть подтверждение. Итак, согласно сведениям Вашингтон-Пост и Игнатиуса, основное продвижение ВСУ в понедельник же произошло на южном направлении, где-то там вот в Запорожской области. Продвижение составило от 5 до 10 километров, господа. То есть если мы вспомним, каким образом и как продвигались рашисты в Бахмуте там, по 100 метров в день, да, то 10 километров – это практически блицкриг. Пока вырисовывается следующая картина. Удар наносится на юг. Кстати, мы там об этом говорили раньше, цитируя мнения других экспертов. С конечной целью, значит, удар в сторону Мелитополя, затем дальше в сторону Азова, и с конечной целью перерезать вот этот перешеек или сухопутный коридор, который связывает Россию через временно оккупированные территории с Крымом. По словам Игнатиуса, администрация США и представители администрации США воодушевлены этими успехами ВСУ и надеются на то, что эти успехи будут еще больше. И для этого есть основания. В частности, замечено замешательство, которое было очевидно уже накануне этого наступления в рядах вооруженных сил Мордора. Далее также отмечается, что ВСУ добились существенных заметных успехов в районе Бахмута, перейдя там фактически в контрнаступление. NBC, телекомпания NBC проанализировала, каким образом теракт на Каховской ГЭС может повлиять на наступление, на развитие боевых действий в Украине. Кому он больше, вот этот теракт, поможет? То ли Российской Федерации, то ли Украине. И что касается Российской Федерации, предполагается, что в какой-то степени плюсом для Российской Федерации может быть тот факт, что водное пространство, оно расширится, которое необходимо форсировать, если надо будет, принято будет это решение. Это затрудняет, безусловно, задачу в ВСУ. С другой стороны, отмечается, что удар, который получили вооруженные силы Российской Федерации на левобережье Днепра, часть из которой была просто смыта. А смыто она была для того, чтобы, понимаете, этим негодяям, которые взрывали Каховскую ГЭС, им нужно было потом кричать, что это не они это сделали. Правильно? И если бы они накануне начали вывод своих войск, техники из вот этих районов на левобережье, то после взрыва сразу было ясно бы, вот как 80% воды. Тут же ясно, что они готовились. Если бы они сделали вывод, это было бы заметно с левобережья, и все, и они пойманы за руку. Поэтому эти уроды, для того, чтобы скрыть это, значит, провести эту операцию по чужим флагам, они решили смыть свои войска и даже какую-то часть техники, нанеся по ней удар. Тем не менее, значит, считается, что основным плюсом для вооруженных сил Мордора будет то, что для ВСУ форсирование теперь Днепра и более широкого, так сказать, водного пространства будет затруднено, поэтому, скорее всего, то, что осталось от войск Российской Федерации на левобережье, будет переброшено на другие участки фронта, сам фронт сократится, и таким образом, значит, оборона Российской Федерации станет более насыщенной. То есть сокращение потенциальной линии соприкосновения, оно выгодно Мордору. Это так. С другой стороны, многие аналитики отмечают, что плюсы Украины ВСУ могут быть более значительны. Почему? Да потому что вот все те оборонительные сооружения, которые строились на левобережье в течение многих месяцев, много сил, средств было на это потрачено, большая надежда была на них возложена, теперь их фактически нет. То есть они же сами уничтожили то, что они строили. И
Это же касается минных полей, минных заграждений. Таким образом, это все в значительной степени теперь расчищено. То есть в этих условиях не исключено, что силы специальных операций Украины на поставленных им быстрым средством передвижения, быстроходным катерам, могли бы сделать целую серию десантных операций на левобережье Украины и достаточно со значительным долей успеха, вероятностью успеха, выбить оттуда представителей вооруженных сил Российской Федерации. Ну, среди возможных объектов такой десантной операции указывается Голая пристань, например, которая, я вам рассказывал, она находится от Днепра. Если пользоваться старым времен Советского Союза тихоходным катером, она находится на расстоянии примерно 40 минут по воде. То есть при помощи быстроходных средств это можно заметно сократить. Там орки строили укрепления, там сейчас эти укрепления в значительной степени затоплены, значительное количество орков оттуда уже исчезло. Таким образом, значит, вот Голая пристань, так, возможно, другие аналогичные пункты на левобережье могут стать добычей, что ли, в ВСУ более легкой, чем это казалось еще неделю назад. Среди минусов для украинской стороны называется тот факт, что, безусловно, в связи с этой техногенной катастрофой внимание властей Украины в значительной степени будет в ближайшем обозримом будущем отвлечено от боевых действий для решения других задач, связанных с тем, как нейтрализовать последствия этой катастрофы. Хотя, с другой стороны, может быть, это лучше, потому что каждый должен заниматься своим делом. Пусть гражданские власти занимаются не военными делами, а неотложной работой по локализации и нейтрализации последствий взрыва Каховской ГЭС, а военное руководство будет заниматься военными делами, военными операциями. Считается крайне маловероятным, что взрыв Каховской ГЭС кардинальным образом повлияет на наступление, то есть отменит его или затормозит сильно его, или лишит Украину в значительной степени шансов на успех этого наступления. Ничего подобного. Просто немножко так изменилась конфигурация потенциальных ударов, потому что в любом случае они рассматривались многовариантно. На всем протяжении тогда это было 1200 или сколько там километров, сейчас оно немножко меньше, но направление главного удара, оно понятно. Американские аналитики высказывают подозрения или опасения, что взрыв Каховской ГЭС является дерзким предупреждением Украине и ее союзникам о том, что за этим могут последовать другие, как я сказал уже, это гибридные применение другого гибридного оружия массового поражения. Не тактического ядерного, а техногенного, который причиняет техногенные катастрофы. И в качестве есть два объекта, которые фигурируют среди возможных. Это то же самое Киевское водохранилище, а второе – это Запорожская атомная электростанция, которая, кстати, находится под контролем орков. Вот почему крайне необходимо, еще раз повторяю, это чрезвычайно самое главное сейчас, чтобы Запад, прежде всего США и НАТО, отреагировали самым жестким образом для того, чтобы лишить орков даже мысли о том, что они могут это делать. То есть это нужно пресечь просто на корню. В заключение сегодня я хотел бы привлечь ваше внимание к очень важной, я бы сказал, чрезвычайно важной статье, которая была опубликована сегодня в Wall Street Journal. Ее автор Уолтер Мид, человек с богатой научной биографией, он стипендиат Генри Киссинджера. Я раньше вам рассказывал о подобных же. Это его же коллега, который выступил с идеей борьбы за Евразию. Статья его «Что будет, если Путин проиграет свою войну в Украине?» Это сама по себе появление этой статьи именно сейчас, оно знаменательно, потому что
Ну, вот лично мне я все больше вижу указаний на то, что Путин добился своего. На Западе закусили у дела, и речи о том, что он может соскочить с крючка, надежды, они мизерны у него. То есть сейчас среди умнейших людей проигрывается мысль о том, что делать и что будет, когда путинская Россия проиграет. Так вот, автор начинает плясать от известной фразы, мысли, которую выразил Збигнев Бжезинский в журнале Foreign Affairs в 1994 году, когда он написал, что Россия с Украиной – это империя, а без Украины – это вообще ничто. Так вот сейчас, значит, пишет уже МИД, ситуация такая, после 20 лет правления Путина, ситуация такая, то есть она еще хуже считается, чем была в 1994 году. Там то ли империя, то ли не империя Россия с Украиной или без Украины. А сейчас ситуация такая, что Россия либо империя с Украиной, либо вообще ничто, пустое место. И главная проблема, вот как-то у других исследователей я не замечал эту мысль. То есть он настолько откровенно это все описывает, что просто удивительно. Это как какой-то реинкарнация фантастического фильма о «Звездных войнах». Смысл вот в чем. Смысл не просто, значит, автор пишет, что если Путин проиграет, то есть и Путин, а его государство, его Россия, это будет геополитическое землетрясение. Ни больше, ни меньше. То есть оно изменит все в мировом масштабе. Всю конфигурацию сил и так далее. Мы, кстати, говорили об этом в предыдущем видео, когда обсуждали вопрос о Евразии. Но что здесь главное? Самое главное, почему орки так борются вот сейчас, почему им так нужна Украина? Не только потому, чтобы там какой-то кусок территории или там литиевое месторождение поставить под контроль. Даже не, как пишет этот автор, может быть, даже не столько в плане установления контроля над Евразией. Главная мысль, как проводит автор, состоит в том, что российский этнос находится в состоянии глубочайшего кризиса, на грани исчезновения. И прежде всего, что необходимо, что привело мордорианцев в Украину сейчас, что они хотят? Им нужен украинский ДНК, украинская кровь. Вы вдумайтесь в эту мысль. Это потрясающе читать. Помните, сколько фильмов было на эту тему, когда из какой-то плохой планеты, населенной плохими животными, какими-то монстрами, там все плохо, там жизнь заканчивается, монстрам нечего питаться, и тогда они высаживаются на земле для того, чтобы съесть этих людей, выпить их кровь, захватить их ДНК и таким образом продлить свою жизнь. Вот согласно логике автора, нечто подобное сейчас, вот такое задание стоит перед путинской Россией. На чем это все основано? На следующих фактах. Русский этнос вымирает. То есть в 1991 году по количеству чисто этнического русского населения в России их было 78%. За прошедшее время их количество упало на 5,4 миллиона или до 72%. В это же время на окраинах России, прямо вот там, где раньше были сферы влияния, республики Средней Азии, или Центральной Азии, взрывной рост населения, мусульманского населения. Приводится пример Узбекистана, население которого в то время, когда российский этнос уменьшился на 8%, в Узбекистане численность населения возросла примерно на 65% и достигла 35 миллионов человек. Количество мусульман даже в Москве растет в геометрической прогрессии. И я помню еще лет 5, а может и 10 назад, были в аналитических статьях цитаты со ссылкой на некоторых представителей мусульманской диаспоры среди государств, которые раньше входили в состав Советского Союза, которые говорили, да нам не надо, собственно говоря, воевать с мордорианцами. Они скоро, как гнилая груша, упадут к нашим ногам. Вот, видимо, то, что имеет этот автор в виду, и на чем он делает свои выводы. То есть он считает, что для того, чтобы обеспечить существование, не то, что там процветание русского мира, а для того, чтобы поддержать существование российского этноса,
то есть славянского этноса, а ближайшие, так сказать, это Украина, им необходимо захватить территории, подчинить это население и попытаться ассимилировать это население. И этим объясняется, что делает Российская Федерация. Это массовое хищение детей, это депортация, насильная выдача паспортов под угрозой «не принимаешь российский паспорт, убирайся вон» и так далее. То есть это насильная русификация, выдача российского гражданства, вывоз людей якобы там в связи с какой-то там угрозой военной и так далее. Им реально нужен украинский ДНК, украинская кровь. Вот как кровопийцы они хотят выпить это, забрать это ДНК и таким образом выжить. Ужасно. Я когда читал это все, волосы дыбом. Ну, прямо страшный, страшный фильм из серии «Звездных войн». Если, значит, происходит крушение, то есть Украина выигрывает, автор не сомневается в реальности этого варианта. Кремль – это крах для Кремля. Это все, это конец. То есть Кремль, Россия оказывается в тисках между могущественным Китаем и растущей когорты государств Центральной Азии. Обратите внимание, мы с вами говорили неоднократно, какое внимание обращает Китай в развитии отношений с государствами Центральной Азии, беря их фактически под свой контроль. Он тем самым берет под контроль государства, которым принадлежит будущее, хотя бы с точки зрения демографии. То есть Россия фактически окружается Китаем и вот этими государствами свое фактически полукольцо. Создается пояс безопасности, который можно в любое время превратить в забор от Мордора, который превращается в случае поражения фактически в зону умирающей цивилизации. Дальше, значит, возникает вызов. То есть если Украина выигрывает, побеждает в этой войне. Кстати, здесь тоже очень важная мысль, которую я хочу привлечь ваше внимание. То есть, прежде всего, автор считает, что, скорее всего, если Украина выигрывает войну, она входит в число западных государств, интегрируется, ну и для россиян прямо на границах, как вот на границе между Южной и Северной Кореей, сразу видно преимущество нормального демократического пути развития. Это для россиян. Но автор не исключает и другого варианта. По его словам, нет никакой уверенности в том, что Украина выйдет из войны подлинно демократическим и современным государством. Многие бывшие советские республики, а также республики Югославии бывшие, и даже некоторые страны, бывшие Варшавского договора, с трудом установили стабильную демократию. И Украине, вероятно, придется еще больше бороться за налаживание нормальной западной системы управления в своем государстве. Это то, что я неоднократно вам говорил. То есть это надо выиграть войну на втором фронте. Я уверен, что Запад в этом поможет, поскольку ставки очень-очень высоки. Без победы на втором фронте, победа на первом фронте, то есть можно добиться победы на втором фронте, но тогда вместо большого Мордора может возникнуть маленький уродливый Мордор. И после всего этого страдания, которое сейчас проходит Украина, это последнее, что нужно ее народу. Понятно. Поражение России колоссально увеличит влияние Соединенных Штатов во всем мире, всего западного сообщества. Американский западный престиж значительно возрастет, а вот в случае поражения Украины серьезно пострадает. Тоже я вам неоднократно это говорил. Вот мыслитель подтверждает, что мы с вами были на правильном пути. Автор этой концепции подробно описывает те угрозы, которые ожидает человечество в случае поражения Мордора в войне против Украины. Я назову их, чтобы понятно был ход мысли. Это будет озлобленный, ослабленный Кремль, который бросится в ждущие его объятия Китая. Российская нестабильность может создать огромные проблемы в сфере безопасности. Ядерное биологическое оружие может попасть в руки еще более опасных людей. Ученые-ядерщики могут разлететься по ветру, унося за собой свои навыки и знания. Преступные синдикаты, киберхакеры могут безопасно действовать на территории нестабильной России. Слишком большая страна, слишком она напичкана всякими опасными вещами.
И тем не менее, заканчивает автор, учитывая жесткость и зверство, которыми отмечена российская имперская история, мало кто прольет слезы, если Украина выиграет свою войну и докажет правоту Бжезинского. То есть статья еще раз подчеркивает, что выбор на Западе сделан, шансов, наверное, теоретически шансы всегда есть, но шансов у Мордора не так много. Но сейчас я подчеркиваю, стратегия, сейчас нужно предпринять самое решительное действие для того, чтобы напрочь отбить у окурка с бледной молью саму мысль о том, что он может предпринимать. Я называю это гибридным ядерным оружием. То есть вот то, что он сделал, Каховская ГЭС, это гибридное ядерное оружие, по большому счету. Ну и, наконец, по новейшему вопросу вступления в НАТО, генерал Петреус, четырехзвездный генерал, бывший командующий, бывший директор ЦРУ, в своем вчерашнем выступлении, интервью в Dolce Welle, немецкой волне, заявил, большое интервью, я вам только одну фразу приведу, там речь шла о том, станет ли Украина в НАТО. Вот что говорит генерал. Мы столько уже предоставили Украине помощи, учитывая все то, что мы представили в Украине в виде разнообразной помощи и так далее, безопасность НАТО сейчас, то есть безопасность между НАТО и Россией сейчас проходит через Украину. Вот где сейчас граница, где буфер и так далее. Поэтому Украина фактически уже в НАТО, она фактически работает на НАТО. И она обязана там рано или поздно оказаться. Но здесь мы возвращаемся чуть-чуть к предыдущей статье и мысли о том, какой может быть Украина по окончанию войны. И здесь Запад-то, конечно, поможет, но главное для решения вопроса о Втором фронте, главное, я в этом уверен, последнее слово, за украинским народом и за теми славными его представителями, патриотами, которые сейчас с оружием в руках защищают независимость Украины и борются за спасение этой страны, да и по большому счету всей западной цивилизации. Поэтому, как всегда, дорогие друзья, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашей конечной победе. До новых скорых встреч!